23 февраля 25 года. Я в Испании. Спрятался за камень. Сзади меня то, что называется на местных картах Черный мыс. Вот. Волнение моря не очень сильное. Я смог сюда пробраться. Можете посмотреть. Сзади меня море. И это не праздничный, а выпуск воспоминаний о том, что было 3 года назад. Я тут посчитал. 3 года назад все это началось. Ну, видите, праздничное почти этот самый питание. Значит, 3 года назад, в это время, я лазил по дымящейся и горящей свалке горячего ключа. Было тепло. Искал скважины, которые должен был пробурить проектировщик. Проектировщик по рекультивации свалки. Нашел очень мало этих скважин. Вот. Ну, пробыл на свалке около, наверное, 3-4 часов. Надышался очень много свалочного газа. На самом деле это было очень рискованное мероприятие, потому что свалка прогорает изнутри. Я в любой момент мог провалиться вовнутрь. Никто бы меня не спас, я был там один. Вернулся домой, выгрузил эти видео и отчет о моей поездке в телеграм-чат экологической вахты по Северному Кавказу. Также рассказал о том, что на обратном пути я припарковался около мэрии горячего ключа, чтобы сходить в магазин. Тоже, наверное, купить пиво себе и рыбки, чтобы снять стресс от лазания по свалке. Все-таки там воняет и неприятно. Свалка есть свалка, плохая энергетика. И на парковке перед мэрией было огромное количество машин, какие-то автобусы. И я встретил Татьяну Ивановну Боровскую, главу территориальной избирательной комиссии. Она была очень радостная. А бэкграунд этой ситуации, если кто уже забыл за 3 года, начался 23-й год с того, что начались какие-то беспорядки в Казахстане. Россия туда приземлила воздушно-десантные войска. Мы все с очень большим, по крайней мере, в моем окружении, с очень большим удивлением наблюдали, что происходит, что такое в Казахстане происходит. Поэтому мы эти войска вывели очень быстро, буквально за 3 дня. Началась концентрация войск около границы с Украиной, и все говорили: да нет, это типа так уже было учение. В общем, год начался напряженно. Мы все ожидали, что это будет просто некое учение, ничего серьезного. Тем не менее, никогда не видел Боровскую такой веселой и радостной, как в этот день.
у меня по-прежнему сложилось впечатление, ну, я его не отменил, что они что-то знали, что их предупредили о чем-то уже 23 числа. Потому что уж больно они были все радостные. В таком вот патриотическом угаре, я бы сказал, не свойственном им. Я вернулся домой, и у меня начало, ну, видимо, я очень устал. Возможно, это стресс был. Сложно сказать, в чем была причина, но под вечер 24-го я понял, что у меня болит горло. И я подумал, что я просто надышался свалочного газа, вот этого гари, потому что свалка реально горела вся. И я дома... Ночью я понял, что я все, заболел. 24-го я уже проснулся, прочитал то, что пишут в социальных сетях, и подумал, что мне это уже показалось, что это сон. Не мог поверить своим глазам. Но если бы мне кто-то сказал, что со мной произойдет в течение этих 3 лет, я бы не захотел просыпаться, честно вам скажу. Потому что я пережил, до сих пор переживаю сложнейший период моей жизни. Мне так даже при рождении не было сложно, как сейчас. Да, ну вот, я в Испании, ем рыбу на берегу теплого моря, пью пиво. Прошло 3 года.